Совершенно не важно, какая фамилия диверсанта, заложившего бомбу, убившего главу ДНР Александра Захарченко. Важно другое. Кто вынудил человека, начавшего свой трудовой путь горным электромехаником на одной из шаг Донбасса, взять в руки оружие, чтобы отстоять право жителей региона говорить на родном языке и чтить своих героев. Попрощаться с Александром Захарченко пришли десятки тысяч людей, сообщают нам СМИ, даже больше, сотни тысяч. В траурном шествии в память о главе ДНР Александре Захарченко приняли участие около 200 тысяч человек. Среди тех, кто приехал на церемонию прощания в Донецк, были глава Республики Крым Сергей Аксенов и депутат Госдумы Наталья Поклонская. Люди стояли в очереди по несколько часов, чтобы проводить Александра Захарченко в последний путь. В ДНР уверены, что это убийство – очередной акт агрессии со стороны Украины. Трудно не согласиться с жителями республики в этом вопросе. Убила действительно Украина. Но не столько те, кто закладывал фугас, приводил его в действие или даже отдавал приказ об этом. Захарченко убила сама украинская система, которая сложилась отнюдь не 31 августа. Отец главы ДНР 35 лет проработал шахтером на одной из донбасских шахт. Сам Захарченко после окончания школы Донецкого техникума промышленной автоматики тоже пошел в угольную отрасль. Трудился горным электромехаником и трудился на совесть, дошел до 6-го разряда. Думаю, если бы не развалили Советский Союз, то Захарченко вполне мог бы, как и его отец, 35 лет отдать угольной отрасли. Но пришел капитализм, и вышло по-другому. И дошло в итоге через предпринимательство до политической деятельности. А потом и вот до этого. Помните 2014 год? Хранение и ношение незарегистрированного оружия является преступлением. Ну почему? А в Киеве это нормально, это геройство называется. Почему это преступление? В Киеве называется геройством, мы там герои, Небесная Сотня, там все герои. Ну, они с оружием погибали в руках, многие из них. Ну так почему? Большинство без. Ну а другие, которые не погибали, были с оружием. Саша Белый погибал с оружием, не зарегистрирован. Ну так что? Вы готовы повторить его судьбу? Саша Белый погиб за свою идею, а мы будем погибать за свою. Посмотрите, какой цельный человек. Сказал и сделал. Он уже тогда прекрасно понимал, что это не просто слова, а пророчество. Но верил. До последнего верил в ту самую идею. А убили его те, кто создал существующую на Украине политическую систему. Систему, в которой важна лишь нажива. Пусть хоть и на крови. Систему, где портреты Бандеры использовали и продолжают использовать для экономической колонизации. Вы, мол, неправильные украинцы, мову учить не хотите, СС Галичина не чтите, вышиванок не носите, поэтому мы у вас все отберем. А не согласитесь? Убьем. В прямом смысле этого слова. Кстати, и российские чиновники приложили к этому свои руки. Каждый, кто мог проявить большую твердость по вопросу Донбасса, также ответственен за смерть Захарченко. Плюс все те, кто загнали ДНР в такие условия, когда республика не может даже нормально продавать уголь, который добывает у себя за свои пределы. Честно вам скажу, я не верю в версию про украинскую ДРГ. И в самом Донецке не верят тоже. Слишком уж место приметное, заведение в центре столицы, чужие там не ходят. Это означает, что Захарченко убили так называемые «свои». Но на деле они для Донбасса никакие не свои. Они порождение все той же украинской системы, ее выкормыши. Они в 90-х привыкли решать экономические вопросы пулей и взрывчаткой. А теперь эти люди под прикрытием Минских соглашений попытаются укрепить свою власть в Донецке, чтобы тихо впихнуть его назад в состав Украины, а сами остаться у власти, договорившись с Киевом об автономии. Это и есть истинная цель убийства Александра Захарченко. А раз так, то Минским соглашениям фактически пришел конец. Процитирую тут слова политика, фамилию которого называть не буду, чтобы не кричали, что я его пиарю. Убийство Захарченко обнулило Минские соглашения. Конец цитаты. А раз обнулило, значит на помойку их. Лучшим признанием вклада погибшего главы ДНР в дело защиты Донбасса будет официальный разрыв этих соглашений, а со стороны России признание независимости республик де юре. Как показывают прецеденты Абхазии и Южной Осетии, при наличии политической воли это нетрудно. А цивилизованные страны пусть идут к черту. Потому что из 10 лощеных Макронов не сделать одного донбасского шахтера Захарченко. Кость не та. Как это все объясняете? Для вас передовая это как бы что до сих пор? Ну, кто-то считает, что я адреналинчик, кто-то считает, что я без этого жить не могу, кто-то как я военный человек. А тут все намного проще.
Здесь одна из тех задач, которые выполняет глава государства. В том числе и назнать, чем живут войска, как живут войска, что думают, какие желания, мечты, чаяния. Это нужно понимать. Если ты руководитель, ты должен знать то, что твои солдаты хотят и о чем они мечтают. А пока ты на передовую не приедешь, ты этого не узнаешь. Потому что передовая — это чистая правда. Могут в кабинете соврать, обстановка другая. А в окопе жизнь-смерть, лжи нет. Там нет лжи.